Храмы являются священными местами поклонения людей, и их бесчисленное количество было построено с незапамятных времен. Ведь религиозные люди нуждались в месте, где они могли бы собираться для коллективной молитвы, богослужения и совершения обрядов. Но и бесчисленное количество святынь было уничтожено и полностью забыто, в результате катаклизмов, войн и прочих бед. Тем не менее, некоторые из них выстояли, и в течение многих столетий остаются в удивительно хорошем состоянии и на сегодняшний день. Привет, друзья, с вами канал Top Smiles, и сегодня мы расскажем вам о 6 невероятно удивительных святынях, которые точно не оставят вас равнодушными. Поехали! Пирамида Кукулкана, Мексика. Это храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего города Майя, Чичен-Итца, на полуострове Юкатан в Мексике. Храм стоит в центре огромной террасы площадью около 18 гектаров и окружен широким каменным парапетом. Пирамида имеет высоту 24 метра, плюс еще 6 метров высота храма на вершине, а длина каждой из ее сторон составляет 55 метров. Каждая грань имеет 9 ступеней, а со всех 4 сторон от основания к вершине пирамиды ведут 4 крутые лестницы, сориентированные по сторонам света. Ежегодно в дни осеннего и весеннего равноденствия можно наблюдать уникальное зрелище пернатого змея. Тень ступенчатых ребер пирамиды падает на камни балюстрады. При этом создается впечатление, что пернатый змей оживает и ползет, в марте вверх, а в сентябре вниз. Каждая из 4 лестниц храма имеет 91 ступеньку, а их суммарное количество равно 364. И вместе с базой-платформой на вершине пирамиды, объединяющей все 4 лестницы, получается число 365, то есть количество дней в солнечном году. Кроме того, символичным является количество секций с каждой стороны храма. 9 ступеней пирамиды рассечены лестницей надвое, то есть 18, что соответствует количеству месяцев в календарном году Майя. На вершине пирамиды располагается небольшой храм с 4 входами. В нем совершались жертвоприношения. А уже внутри пирамиды, главный вход в которую находится с северной стороны, расположен непосредственно храм с 2 помещениями, в котором находится жертвенная фигура Чакмоаль и ягуаровый трон. Помимо функции храма, пирамида, вероятно, выполняла функцию календаря. Храм истины, Таиланд. В Таиланде находится известный на весь мир храм истины, строительство которого началось в 1981 году и продолжается в настоящее время. И несмотря на то, что этот дворец так и остался недостроенным, он давно является действующим, а постройка полностью выполнена из дерева. Поражая многообразием замысловатых украшений, резных скульптур и декоративных элементов отделки, у него нет конкретной религиозной направленности. Он призывает объединить все существующие мировые религии в одну. Внешне храм напоминает сказочно красивый дворец, но и его внутренняя отделка также способна поразить своим неповторимым внешним видом. Ведь повсюду практически каждый сантиметр покрыт удивительной резьбой, а на стенах можно различить многочисленные мифологические и религиозные сюжеты. Высота храма составляет 105 метров, что делает его самой высокой деревянной постройкой в мире. Примечательно то, что при его конструировании не было использовано ни одного гвоздя, при том, что конструкция является невероятно прочной. Основным строительным материалом при возведении и отделке выступает тиковое дерево. Многочисленные деревянные скульптуры изготавливают по особой технологии, которая позволяет сделать последующую реставрацию декоративных элементов максимально простой, причем любых размеров. Имя основателя храма держится строго в секрете, однако некоторые посвященные лица отмечают, что его возраст уже давно превысил 100 лет. Кносский дворец, остров Крит, Греция. Его размеры примерно составляют 130 на 180 метров. При этом строение в некоторых местах имело 5 этажей, а дворец состоял из более чем 1000 комнат и залов. И это только то, что известно сегодня. Помещения дворца имели самое разнообразное предназначение. Здесь были комнаты властителя, его семьи и прислуги, а также и ремесленные мастерские, всевозможные хранилища и жилища простолюдинов. Это была не просто резиденция царя и высших сановников, а административный и экономический центр, вокруг которого раскинулся город Кнос.
Все помещения связаны с сложной системой коридоров и лестниц. Она настолько запутана, что во дворце можно заблудиться. Тронный зал дворца украшен изображением мифических существ, напоминающих грифонов, с телом льва, головой орла, а грива похожая на лошадиную. На стенах других комнат можно увидеть изображения людей и дельфинов, растений и предметов быта, а на стенах дворца и на керамических изделиях, найденных в нем, часто встречаются изображения быка. И нередко именно Кносский дворец считают тем самым лабиринтом, в котором обитало страшное существо с телом человека и головой быка, пожиравшее людей и наводившее страх на греков. Ведь выбраться из ловушки считалось невозможным, и согласно мифу, когда Тесей отправился в лабиринт искать чудовище, дочь царя Арманда дала герою волшебный клубок. И убив Минотавра, Тесей смог выбраться на свободу, найдя путь по нитке, который отмечал свой путь по дороге. Тем, кто гулял переходами Кносского дворца, лабиринт царя Миноса кажется не такой уж и легендой. Храм Кандария Махадева, или Храм Любви, находится в небольшой деревне Кхуджураха, в индийском штате Мадхья-Прадеш, и входит в западную группу храмов Индии, считаясь одним из самых крупных и богато украшенных сооружений в ней. Европейцы обнаружили его только в 1906 году, однако в путеводителях информация о сооружении долгое время отсутствовала по этическим причинам. Храм построен в XI веке в период правления Раджавели-Идхары и посвящен богу Шиве. Его длина составляет 33 метра, ширина 18, а высота 35,5, а строение представляет собой инсталляцию горы Меру, вокруг которого построено 84 колонны шпиля. Сам же храм выполнен из обычного песчаника разных оттенков. Он включает в себя вход, вестибюль, зал для молящихся и святилище, которые располагаются плотно друг к другу на одной оси, и у каждой части храма есть своя башня. И, конечно же, основной фигурой является бог Шива, который воплощен в мраморе в виде лингама, высотой 2,5 метра и больше метра в обхвате. Снаружи же храм украшают 646 скульптур, а внутри есть еще 226, и их размеры примерно половину человеческого роста. Одну группу составляют статуи небесных танцовщиц, другая же группа — это любовные пары в тесных объятиях, изображенных с исключительной живостью, но при откровенно непристойных позах, выражения лиц бесстрастны и непроницаемы. В этом и скрыт истинный смысл их существования, за которым стоит древняя магическая вера в то, что интим способствует плодородию и защищает от сил зла и разрушения. На барельефах изображено множество причудливых изображений музыкантов и нимф, богов и богинь, а храм иногда называют застывшее в камне Камасутра, и это в полной мере отражает увиденное. Дженейская соборная мечеть, Мали. Великая мечеть Дженне, расположенная в пойме реки Бани, на территории Мали. Это крупнейшее глиняное здание на планете и один из самых замечательных образцов судано-сахейской архитектуры. Она полностью сооружена из глины и увенчана башнями-минаретами, остроконечные зубцы которых украшены страусиными яйцами, символизирующими плодородие. Строительство сооружения завершилось в 1909 году и было возведено на высокой трехметровой платформе, с размерами, достигающими 75 на 75 метров, и высотой минаретов около 50 метров. Молитвенная стена мечети, обращенная на восток в сторону Мекки, нависает над городским базаром, а торчащие из здания пальмовые стволы используются в качестве стационарных строительных лесов. Ведь каждый год глинобитные стены приходится ремонтировать, иначе мечеть просто растает под влиянием резких перепадов дневных и ночных температур и тропических ливней. Убранство мечети аскетически сурово, здесь даже пол выполнен из земли и песка, а молитвенный зал и длинные коридоры внутри здания разделены глинобитными колоннами, поддерживающими потолок. Технические нововведения обошли мечеть Дженне стороной, здесь нет ни света, ни водопровода. До 1996 года сооружение мог посетить представитель любой религии, но после того, как журнал Vogue устроил в стенах святилища фотосъемку с полуобнаженными моделями, вход для немусульман был закрыт. Историческая часть Дженне, в том числе Великая мечеть, в 1988 году была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и ныне является одной из самых популярных достопримечательностей Мали. Висячий монастырь Сянькунцы, Китай.
Это уникальный храмовый комплекс, расположенный в провинции Шаньси, в 60 километрах к юго-востоку от города Датун, близ священной горы Хэншань. В переводе с китайского сянькуньцы означает «храм, парящий в воздухе», и висячий монастырь полностью оправдывает свое название. Сооружение, полностью построенное на отвесной скале, буквально приклеено на высоте около 50 метров к западной стене ущелья горной реки Хунь. И более таких сооружений в мире нет. Храм был построен в 491 году, во времена правления Северной династии Вэй, и решение расположить его на отвесной скале было продиктовано стремлением уберечь сооружение от затопления бурными водами реки, защитить от воздействия ветра и осадков, а также, руководствуясь принципами даосизма, обеспечить монахам полное уединение и тишину. За свою историю более чем в 1500 лет, Сянькун-Цы неоднократно перестраивался и расширялся, и сегодня насчитывает более 40 залов и павильонов, соединенных между собой лесенками и мостиками. Но он уникален не только своей архитектурой, ведь это единственный в Китае храм, в котором объединены 3 религии – буддизм, даосизм и конфуцианство. В монастыре хранится 80 статуй, выполненных из бронзы и железа, дерева, камня и терракоты, относящихся к этим 3 религиям. Это архитектурное чудо является одной из самых известных достопримечательностей в окрестностях древнего города Датун, и увидеть его приезжают тысячи туристов со всего мира. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.